Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 февраля, пятница, годовщина со дня злодейского вероломного нападения путинской России на Украину. И, естественно, мы будем говорить о тех событиях, которые были приурочены к этому дню. Их было немало. И начну я, пожалуй, там, где мы закончили в нашем предыдущем видео. Это долгожданный, широко рекламируемый Пекином мирный план урегулирования, то, что они называют конфликтной ситуацией в Украине, которую анонсировал от имени Кремля Лукашенко как документ, к которому нужно относиться очень серьезно. Ну, что я могу сказать? В общем-то, в предыдущем видео мы с вами, вот как предположили, каким он будет документ, таким он практически оказался. За одним исключением. Откровенно говоря, я ожидал от китайцев большего в интеллектуальном плане, но все-таки несколько тысячелетий цивилизация, хитрость, изворотливость, которые приписываются китайскому национальному, что ли, характеру, но она никак не проявилась в этом документе. Все было настоящее намерение стороны, которая написала этот документ, и даже сторон, потому что я вам сейчас точно скажу, что это, абсолютно для меня ясно, этот документ был подготовлен в сговоре между Пекином и Москвой, то есть и настолько примитивно, что, серьезно, у меня это вызвало разочарование в интеллектуальных способностях китайской теперь уже элиты. Видимо, общение с нынешними кремлевскими, не способствует интеллекту и представителей других стран. Смотрите, вкратце хочу с вами пройтись. Что они сделали? 12 пунктов. Я посмотрел оригинальный документ на сайте Китайского министерства иностранных дел. Каждый из этих пунктов, это солидный параграф. Солидный параграф, в котором главная мысль, когда надо, она как бы так камуфлируется или закапывается среди пышных, малозначащих слов. И вот мы с вами обсуждали в предыдущем видео, что там главные принципы, которые, по идее, должны работать в пользу Украины, это суверенитет и территориальная целостность. Самое главное – это территориальная целостность. Так вот, эта территориальная целостность, она напрочь была закопана в оригинальном тексте, а потом вообще выброшена из краткой версии понимания этого документа, которая однозначно, аналогично предоставила как российская сторона, так и китайская. Смотрите, я вам сейчас продемонстрирую, что они вытворяют. Итак, оригинальный текст китайский, где полностью изложены все эти 12 пунктов. Среди них, то есть солидный параграф, толстый такой, в нем написано. Третье предложение буквально. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны эффективно поддерживаться. Вот где интерес Украины, главный. Больше там мало что к Украине относится. Территориальная целостность в оригинальном тексте. Теперь, так сказать, для народа, не каждый же полезет и будет искать этот документ. Для народа, для широких народных масс в России и Китае. Россия и Китай, они представили свою версию, свое видение этого документа. Один к одному. Как будто один под копирку писали, только перевели на другой язык. В России этот первый абзац звучит так. Уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и устава ООН. Территориальная целостность исчезла. Ее нет. Все. То, что надо Украине, в российском варианте понимание этого документа отсутствует. Китайский вариант. Уважение суверенитета всех стран. Еще короче. Все. Нету территориальной целостности. Абсолютно. Она исчезла. И дальше пошло. Один к одному. У России отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципов, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другим. Это российский тезис.
который впервые породил Лавров, причем этого тезиса в международном праве нету, это вот самопал, самоделка лавровская его МИДа. Китайская, второй пункт. Отказ от ментальности, от менталитета холодной войны. Ну и дальше там, да, уважение, вернее, принципа, что безопасность одной стороны не должна и так далее. Третий пункт. У китайцев прекращение военных, враждебных военных действий. В России то же самое, прекращение военных действий и так дальше. И пошло, и поехало. Короче говоря, смысл такой. Принцип территориальной целостности закопали в оригинальном тексте, а тот, который будет ходить в народе, который будет рекламироваться в средствах массовой информации Китая и Российской Федерации, его напрочь нет. Прекращается, согласно этому тексту и логике этого документа, прекращаются военные действия и отказ от менталитета холодной войны. Ну, что он значит? Что значит совершенно бессмысленный постулат, отказ от менталитета холодной войны? Вот все сейчас выйдут, возьмутся за руку, скажут, мы отказываемся от менталитета холодной войны. Что дальше? Ну, чушь просто. Пропагандистская чушь. После прекращения военных действий возобновляются мирные переговоры. Причем они не просто возобновляются. Сначала там, после того, как прекращаются, приостанавливаются военные действия, предпринимаются меры в направлении организации там, мирного процесса. Это еще до переговоров. Короче говоря, опять это будет какая-то мутата, кто что будет заниматься, но военные действия уже остановлены. Россия получает передышку. Можно зализывать свои раны при помощи великого китайского народа. После этого, значит, после вот этого совершенно непонятного периода подготовки, отказа от менталитета и создания условий для мирного разрешения спора, начинаются переговоры как единственный жизнеспособный вариант решения конфликта. И Китай готов играть в этом отношении конструктивную роль. Но мы уже по тексту этому видим, какая конструктивная роль играет с Китаем. То есть полностью в одни ворота. Украины здесь уже нету. Здесь, значит, интересы Российской Федерации. Ну, а до Китая мы дойдем сейчас дальше. Что Китай с этого получает? Ну, затем защита гражданских лиц, обеспечение атомных станций, содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы, внимание, прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые. Это нужно Российской Федерации, безусловно, и это нужно Китаю, потому что его экономику сдерживают санкции. Вторичные санкции, также те санкции, которые наложены уже на Российскую Федерацию, а также те проблемы с цепочками поставки, которые возникли для китайской экономики в связи с российской агрессией. Ну да, и вот дальше последний. Поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек, дважды цепочек. Да? Вот такой документ. Ну, он уже был сходу отвергнут и правильно сделан Европейским Союзом. Причем, когда, значит, да, американцы как-то так отмахнулись от него рукой. Понятно и европейцам, и американцам, что Китай не способен играть действительно конструктивную роль в налаживании серьезных действительно переговоров для урегулирования этой агрессии российской. Но американцы обратили внимание вот на какую вещь. Это сделал Джейк Салливан. Он вчера дал интервью, большое интервью вместе с шефом USAID Самантой Пауэрс, которая была устроена в рамках CNN. Значит, он обратил внимание, что на вчерашнем голосовании в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции, которую поддержали западные страны, Украины, и в которые были включены пункты
урегулирования ситуации в Украине, прекращения войны, которые, значит, были подготовлены, представлены Владимиром Зеленским. Так вот, Китай воздержался. Хотя многие ожидали, что он поддержит Российскую Федерацию. А получилось так. 147 голосов, если я не ошибаюсь, в поддержку этой резолюции, и только 7 поддержали Россию, то есть против этой резолюции. Результат, в принципе, лучше, чем результат прошлого года, где поддержали 143. То есть это серьезный документ, который не имеет обязательной силы, ну, так же, как и эти 12 пунктов. Но в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко и ясно сказана та основа, на которой может быть урегулирована, закончена война или начаты переговоры по прекращению военных действий. И там начинается с главного – прекращение военных действий и вывод безусловный, полный и немедленный вывод оккупационных войск агрессора с территории Украины, а потом все остальное. Здесь же наоборот у китайцев и у россиян. Сначала все остальное, дабы дать Российской Федерации передышку, а вот видите, насчет территориальной, так сказать, урегулирования и вывода российских войск с территории Украины вообще нет ничего. То есть, да, вначале территориальная целостность, это хорошо, замечательно, но потом она выпадает из краткого содержания этого договора. А потом о том, что целью переговоров является вывод российских войск, нет ни слова. Ну вот, такой вот документ. Что теперь китайцы будут с ним делать? Китайцы, наверное, будут трясти им в пропагандистских целях, прежде всего перед лицом лидеров стран так называемого глобального юга, то есть не присоединившихся стран, будут кричать, что мы с Россией за мирное урегулирование, а вот Запад, Америка подстрекает Украину, этого не хотят. Ну, в общем, так вот. Далеко она их не приведет, успеха особого нет. Ну и ожидалось, что выступит Си Цзиньпин и типа анонсирует 24 числа в связи с годовщиной или изложит еще какое-то там видение по поводу китайской роли в дальнейшем процессе, как они сказали, мирном процессе. Китай должен возглавить процесс урегулирования этого. Он даже до сих пор никак себя, я имею в виду товарищ Си, до сих пор никак не проявил. Вторым важным вопросом, связанным с вот этим планом, обнародованием этого плана, и даже, я бы сказал, более важным вопросом было опасение, что Китай теперь близок к принятию решений о оказании летальной военной помощи России. Об этом впервые сказал госсекретарь Блинкен. Затем американцы даже пригрозили опубликовать разведывательную информацию о этом движении китайцев. Ну, тут тоже так, знаете, со многими модуляциями. Модальность невероятная. То есть, возможно, то есть, намечается движение в Пекине в сторону возможного принятия решения о поставке летального оружия. Ну и, как я вам говорил в предыдущем видео, пока до сих пор не было никаких признаков того, что это оружие уже поставлялось. Вышла после моего последнего, предыдущего видео, вышла статья в немецком издании Der Spiegel, в котором была ссылка или утечка якобы разведывательной информации, хотя говорилось, что эту информацию получил издание Der Spiegel. Речь шла о том, что якобы Китай намерен поставить чуть ли не 5000 беспилотников России. Но затем шла расшифровка, которая свидетельствует о том, что это не совсем так, может быть, совсем не так. Согласно расшифровке, до апреля включительно Китай якобы собирается поставить 100
беспилотников, а потом построить в Российской Федерации предприятие по изготовлению этих дронов. Дроны, речь идет о тех дронах, которые очень близки по своим тактико-техническим данным, качествам к иранскому «Шахеду-136». Ну и общее количество дронов, которое может быть там произведено в общей сложности, может доходить там до 5000. Но потом, видимо, китайцы, то ли это вот угроза американская, то ли то, что предостережения, которые последовали со стороны представителей Евросоюза, а вчера посол Евросоюза в Пекине однозначно заявил китайской стороне, что если они будут оказывать военную помощь, то это самым категорическим жестким образом отразится на состоянии экономических отношений между двумя странами. Это самая страшная угроза, которая может прозвучать для Пекина, потому что ЕС, партнер номер один, это то, что позволяет пока Китаю как-то так надеяться, что он обойдет санкции американские, связанные с ограничением на поставку чипов. Насколько это обоснованная надежда, это вопрос другой. То есть это был бы сильнейший удар. И вот как-то так китайцы и их российские партнеры решили сыграть на понижение. В этой связи Институт изучения войны Вашингтонское обратил внимание на одну из публикаций в каком-то там паблике российского военного блогера, который, как предполагается, используется для утечки информации, для так называемых активных мероприятий, то есть распространения тезисов российского руководства. Так вот, там шла речь о том, что насчет дронов, что на самом деле речь не идет о поставке дронов военного назначения и о строительстве тоже не идет дронов военного назначения. Единственное, что идет, о чем речь, это о возможности коммерческих закупок, коммерческих дронов по коммерческим ценам. Но это то же самое, что уже было. Я вам говорил в предыдущем видео, речь идет о поставках дронов компании, одной из крупнейших в мире по компании по производству дронов, DJI, которые продавались на территории Российской Федерации, потом российские умельцы перепаивали там всего один чип, и дрон превращался из коммерческого в военный, ну, скажем так, в дрон двойного назначения. То есть, типа, месседж был такой, что ничего нового не предполагается по сравнению с тем, что было раньше. А раньше, после того, как наехали на Западе на эту компанию, DJI, она просто прекратила поставки дронов в Россию, вообще все, заявив, что все ее дроны исключительно имеют коммерческое предназначение, но никоим образом не военное. Таким образом, на настоящее время как-то так и ажиотаж, и напряженность вокруг возможных поставок Китаю летального оружия в России, как-то так это все тоже спало. Короче говоря, в сухом остатке остается, как писал Салтыков-Щедрин, типа примерно так. От него злодейства ожидали, а он чижика съел. Так и тут. Ожидали от китайцев, благодаря их же пропаганде, какого-то там потрясающего документа, в котором Китай будет как бы вне конфликта объективной стороной, которая примиряет, которая приносит мир там, где Западу это не удалось сделать. Этого не получилось. Ну и с военным тоже пока все затихло. Будем надеяться, что так это и будет. Кстати, американцы обратили внимание. Еще вот тот же Салливан подчеркнул в интервью CNN, что Америка не считает Китай
союзником, неразрывным, как это говорят в российской пропаганде, неразрывным союзником России. И здесь обращается внимание, что Китай воздержался при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН, не поддержав Российскую Федерацию, о чем она была весьма опечалена. Что важно сегодня вот в связи с годовщиной начала российской агрессии против Украины? Я бы обратил внимание прежде всего на письмо, которое, ну, как я вижу, оно почему-то странно не получило широкого освещения в средствах массовой информации, а документ чрезвычайно важен. Это открытое письмо, опубликованное в изданиях, близких к Пентагону, американских. Подписано оно 7 бывшими главнокомандующими войсками НАТО в Европе. Все они 4-звездные, ну, там еще один адмирал есть, американские генералы. И многие имена, многие из них у вас на слуху. Они изложили позицию в связи с началом второй годовщины и с тем, что Америка должна сделать. Краткое содержание. Америка должна дать максимальную помощь вооруженным силам Украины для достижения решительной победы над Путиным. И генералы это обосновывают тем, что мы с вами в течение прошедших 12 месяцев неоднократно обсуждали. Первое. Речь идет о том, что война на территории Украины против агрессора – это в интересах безопасности самой Америки. Потому что были такие прецеденты в истории, когда Америка сначала отказывалась вовремя приструнить агрессора, а потом все-таки приходилось это делать, но уже гораздо более высокой ценой. Речь идет о Первой мировой войне, в которой Америка очень долго не хотела принимать участие. Затем о Второй мировой войне. Тоже она держалась до тех пор, пока на нее Япония не напала. Речь идет о том, что если Путин победит, это будет колоссальная угроза для американских союзников в Европе, с которыми Америка связана обязательствами 5 статьей по НАТО, то есть это будет угроза с той же самой Америки. Затем речь идет о опасности. Вот многие говорят, что для Китая это более важная угроза для Америки, чем Россия. Я имею в виду, говорят противники в Америке продолжение помощи Украине. Тут говорится, что это не так, что если ВСУ проиграет, то есть Украина, если проиграет, то опасность столкновения с Китаем, прежде всего вокруг Тайваня, значительно возрастет. То есть речь идет о том, что мы не должны повторять те ошибки, которые Америка совершила в течение 20 века, вовремя не оказав всемирную помощь жертвам агрессии. И если эта поддержка ослабнет, имеется в виду поддержка деньгами, вооружением Украине, если эта поддержка ослабнет, они, то есть украинцы, могут потерпеть поражение. Это будет иметь катастрофические последствия для Украины, Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров по всему миру. В наших силах избежать этой участи. И поэтому сейчас, в начале 2-го года этой войны, сейчас самое время для Америки и ее союзников, тут интересно, усилить, я бы перевел, ну так, углубиться, дословный перевод, но усилить предпринять максимальные меры, чтобы дать Украине все необходимое для победы и успеха. И продемонстрировать, что Америка остается ведущей силой свободы и справедливости во всем мире. И подписали генерал Уэсли Кларк, который хорошо, думаю, известен большинству моих слушателей в Украине,
генерал Джозеф Рэпстон, адмирал Джеймс Тавридец, генерал Джеймс Джонс, генерал Фил Брэдлоу, генерал Тед Уолтерс и генерал Скапаротти. Все главнокомандующие войсками НАТО в Европе, начиная с 1997 года. То есть вся военная элита Соединенных Штатов Америки твердый союзник, причем вне зависимости там, партийных принадлежностей, кто республиканцам симпатизирует, кто демократам. Хотя в военной Америке они вне политики, но тем не менее есть какие-то симпатии. Все они на стороне максимальной помощи Украине. Поступает интересная информация. Да, сегодня был анонсирован очередной пакет помощи Украине на $2 миллиарда. В американских пабликах со ссылками на свои источники, инсайдерскую информацию, появились сведения, что в Украине уже начали использоваться то, что называется GLSDM, то есть вот эти бомбы малого диаметра, запускаемые с Земли, которые имеют дальность до 150 километров, в отличие от предыдущих боеприпасов, которые использовались М3 семерки и Хаймарсами. И эти удары начали достигать тех целей противника, которые раньше были вне радиуса действия. И эти цели были поражены на Донбассе и в районе Мелитополя. Одновременно представители Польши заявили, что первые танки «Леопард» уже в Украине. Одновременно появилась информация о том, что еще более дальнобойные или боеприпасы или амуниция еще более дальнего радиуса действия, такие как Storm Shadow, напомню, их дальность в обычной комплектации до 560 километров, с 2 баками, которых поставить вопрос там часа или 2, она может летать на расстояние до 1000 километров. То есть они уже, в принципе, в пути. И нужно понимать, что эти ракеты исключительно пока, насколько это известно, воздушного базирования, то есть их нужно для того, чтобы запустить, поднимать на высоту где-то 800-900 метров. Но раз они поставляются, то, видимо, решен вопрос и с летательными аппаратами, которые будут применяться для их запуска. Одновременно был объявлен новый целый каскад всевозможных санкций. Что бы я здесь отметил? Значит, американские санкции ввели драконовские тарифы на экспорт, вернее, на импорт целого ряда важнейшей продукции Российской Федерации. Из этого я бы выделил тарифы на алюминий. Это практически запретительные тарифы. И это сильнейший удар по всей алюминиевой империи, которая обычно связывалась с именем Дерипаски и его русала. Она создавалась с самого начала правления Путина. И этот русал, Дерипаска были не столько орудием экономической экспансии, это было орудие политической экспансии Кремля. И каждый международный проект с участием русала рассматривался прежде всего как геополитический ход Кремля, в том числе в Украине, где русал, в том числе благодаря коррупции, захватил контроль над Николаевским глиноземным заводом, над Запорожским алюминиевым заводом и таким образом поставил под контроль стратегическую алюминиевую промышленность Украины. И, в принципе, если бы Украина захотела со временем развивать свою авиационную промышленность,
то она бы была бы полностью в руках и под контролем Русала, а следовательно Кремля. Соединенные Штаты Америки, вот в то время, пока Русал и Дерипаска с подачи Кремля проявляли бешеную активность по созданию международного монстра, вот алюминиевого монстра, Соединенные Штаты, наоборот, по соображениям экологии, сворачивали свое алюминиевое производство, продавали активы Русалу. Теперь это все заканчивается. То есть те достижения, надо сказать, достижения впечатляющие были у Русала и у России, значит, по созданию вот этого международного спрута, который мог контролировать в значительной степени авиационную промышленность других стран. Теперь этому всему приходит конец. В этой связи, значит, еще остается вопрос поставки титана. Ведь, как известно, титан поставляет до сих пор в Соединенные Штаты, в частности, компании Boeing, Россия. Но она поставляет украинский титан. Так вот этот вопрос. Не настало ли время национализировать, если это, я не знаю, какое состояние этих рудников титана, кто ими владеет и распоряжается на территории Украины. Но почему Украина не может добывать этот титан, производить сама и сама продавать это в Соединенные Штаты Америки? Зачем для этого нужен агрессор и компании агрессора? Это где-то как непонятно. Что еще? Очень важный, малозаметный пунктик во всех этих санкциях. Санкции вводятся теперь не только там сейчас против целой плеяды, целого сборища губернаторов российских, министров российских и, на что я обратил внимание, членов их семей. Ну и теперь возникает вопрос. Вот скандал был в соцсетях, когда было обнаружено, что сынок главного пропагандиста Кремля Соловьева околачивается, когда папа его призывает на смертельный бой за само существование России, священную войну призывает молодых людей, да и не только молодых, в общем, мужское население России отдать свою жизнь за Путина. В это время его сынок ошивается в гей-барах в Лондоне. А потом, значит, появилась информация, не знаю, насколько она достоверна, но фотографии распространяются в интернете о том, что сын Соловьева, этот же сын Соловьева, с сыном одиозной российской законодательницы Мизулиной, одной соавтора безумнейших законодательных инициатив российского парламента, они тайно сочетались узами священного брака на Багамских островах. И вот там я видел фотографию, где они нежно обнимают, молодожены друг друга. Но теперь получается, значит, раз, я не знаю, кто из них муж, кто жена, но если один из супругов, то есть сын Мизулиной, теперь, согласно этим санкциям, выдворяется из Багам, против него вводятся санкции, значит, по идее, должен быть изгнан из Европы и Соединенных Штатов Америки. Видимо, за ним должен последовать его супруг по фамилии Соловьев, или как там его фамилия в настоящее время. В Россию, скорее всего, куда же еще деваться? Ну, а там после этого, по идее, раз такой позыв от папы исходит священная война, ну тогда Бахмут ждет молодоженов. Я думаю, что там самое место для них двоих будет провести счастливый медовый месяц. Интересно по поводу санкций на ограничение экспорта импорта российских алмазов. Россияне довольны тем, что главный импортер российских алмазов – это Индия. С Европы они практически ушли уже,
Ну и вот тут меня привлекла роль, которая, значит, играет сейчас Индия во всем этом противостоянии и санкционном давлении на Россию. Обратите внимание, Индия вместе с Китаем является главным импортером российских нефтепродуктов и газа, особенно нефти и нефтепродуктов. И на эти две страны – это основной источник поступления средств в казну Российской Федерации, который позволяет Путину финансировать свою войну. И в то время, когда Китай находится, ну, буквально под микроскопом, просматривается каждый верный, неверный шаг и даже наметки на этот шаг, Индия каким-то образом, если заметили, находится в тени. Почему? Ну, это можно объяснить чисто так, естественным, то, что первое приходит на ум. В отличие от Китая, кой является авторитарной страной, Индия – страна демократическая, то есть, по идее, по духу она должна быть ближе к западному миру. Но, с другой стороны, индийцы, они как-то так, сами по себе, то есть, там, где можно урвать лишний доллар, там индус так просто не пройдет, даже во имя великих идеалов. И так вот в последнее время Моди так откровенно и заявлял, что у нас высокая инфляция, ну, мы должны, а вы виноваты в этой инфляции, потому что вы поддерживаете эту войну, а она прервала цепочки, а это плохо влияет на нашу экономику, поэтому мы должны компенсировать. Вот такой вот логический ряд они выстраивают. И тем не менее, как-то Запад на Индию не давит. Наоборот, с ней ее уговаривают, с ней обходятся очень вежливо. И вы знаете почему? Я вот думал, почему. А вот оказывается почему. В области нефти и нефтепродуктов. Помните, мы еще летом говорили с вами о том, что для продолжения поддержки Украины Запад должен сделать так, чтобы нефть не поднималась, сырая нефть, ее стоимость не поднималась выше $100. И для этого Байден ездил на Ближний Восток, встречался с саудитами, там уговаривал, ничего не получилось. Но потом финансовый гений Джанет Эллен породил идею о введении потолка цен. И он начал работать. И что теперь происходит? Значит, Индия. То есть для этого нужно, во-первых, Западу ограничить российские доходы от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, сделать минимальными ее доходы в возможных рамках, а с другой стороны обеспечить, чтобы на рынок поступало достаточное количество нефти и нефтепродуктов, чтобы цены бешено не взлетели, чтобы не было недостачи, чтобы не было дефицита для западных же экономик, чтобы цены не взлетели, и как результат, чтобы в результате этого взлета цен Россия бы не получила вместо минуса плюс. И вот Индия закупает российскую нефть, перерабатывает ее в нефтепродукты и потом поставляет ее на Запад. Таким образом, на Западе, вообще на международных рынках, достаточное количество нефтепродуктов, и это позволяет держать мировые цены под контролем. Когда Джо Байден ехал в Саудовскую Аравию договариваться, цены были, если вы не помните, выше $100. Сейчас цена Brent $83. Удалось сдержаться. Что касается ограничения российских доходов от этого. Если бы Путин не совершил эту безумную авантюру, сейчас бы российская нефть Urals стоила бы, ну, как обычно, на $4 примерно ниже цены нефти Brent. Нефть Brent сейчас $83, то есть за Urals давали бы 79. Но ушлые ребята из Индии и Китая покупают российскую нефть сейчас по цене где-то так 38-39. То есть в 2 раза меньше, лох кремлевский получает в 2 раза меньше, чем он мог бы получать, если бы не творил безумие. И пишут, что вот эти цены 38-39, они, ну, где-то так на грани
на грани себестоимости, в которую включать не только добычу, там, вот, извлечение этой сырой нефти где-нибудь там в Тюмени или еще где-нибудь там в далеких районах Сибири, но затем ее транспортировку, а значительную часть ее приходится сейчас, поскольку нефтепроводы, они как-то так с запада на восток их одномоментно не развернешь, огромное количество нефтепродуктов приходится возить танкерами, а это увеличивает значительно себестоимость. Поэтому вот так вот удар по бюджету в январе огромный. Я ожидал услышать были в России независимые экономисты, и вот многие из вас знают, Наталья Зубаревич, многие из вас наверняка ее слушали. Но, увы, с этой милой и умной женщиной, видимо, была проведена жесткая разъяснительная работа, и поэтому ее прогнозы, вернее, ее оценки нынешнего состояния российской экономики стали чрезвычайно осторожны. Ну и в довершение ко всему этому российское правительство до максимума закрыло статистику о реальном состоянии экономики страны, чтобы из этого нельзя было понять, какой действительно урон несет страна. Ну, можно так чисто сейчас вот визуально наблюдать, что происходит. Сегодня услышал обалденную информацию о том, что Иран собрался продать в Россию 20 тысяч произведенных в Иране автомобилей, частных автомобилей, не грузовых, пассажирских, седанов. Иран – поставщик автомобилей в Российскую Федерацию на сумму до $300 миллионов. То есть надо полагать, что не могут в России произвести лучших автомобилей, нежели это делается в Иране. Скоро, наверное, будем ждать поставку пассажирских самолетов для Аэрофлота, произведенных в Верхней Вольте. Ну, а вчера я, вот, например, видел репортаж о том, что в Афганистане изобретен вертолет, причем умелец один сделал этот вертолет сам лично, поэтому скоро появятся, видимо, боевые афганские вертолеты в составе Вооруженных сил Российской Федерации. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте завершить этот выпуск. Как всегда, слава Украине и вооруженным силам. С поддержкой надежных союзников ВСУ разгромят путинскую Джамахирию или Мордор, и победа будет за нами. Кстати, по поводу разгрома. Вот как я сейчас вижу, особенно после того, как китайцы обнародовали этот договор, и тем обменом месседжей, который последовал между китайцами, американскими, с одной стороны, американцами, европейцами с другой, значит, ясно для меня вот стратегическая ситуация такая. Для Китая неприемлем полный разгром Путина с перспективой развала России. То есть точка зрения, что для Китая это может быть хорошо, потому что он так земли захватит на Дальнем Востоке и Сибири, это не соответствует действительности. Китайцы аж две вещи боятся в этом смысле. Первое – это хаос у своих северных границах, хаос в стране, напичканной ядерными боеголовками, хоть они там ржавые, не ржавые, но это по крайней мере, это грязные бомбы ядерные. Во-вторых, просто политический хаос, наплыв беженцев, зачем это им нужно? Это на случай развала страны. Второе, китайцы не хотят оставаться против Соединенных Штатов и теперь укрепившимся в своем единстве НАТО, они не хотят оставаться один на один. Им нужно хоть какой-то дохленький, но союзник в лице Путина. С другой стороны, Китаю неплохо, нынешняя ситуация неплоха, потому что если раньше
Путин, то есть Россия когда-то играла роль ведущего, Путин, там, Россия, меня это, наверное, до Путина было еще, Советский Союз был альфа, то теперь ситуация изменилась. Теперь альфа – это товарищ, альфа-самец, как говорят на Западе, это товарищ Си Цзиньпин, а Путин – это бета-самка. И Китай это удовлетворяет в этом смысле. То есть Россия это превратилась в сырьевой придаток, который практически за бесценок продает свои ресурсы Китаю полностью. То есть сейчас Россия, ее существование полностью зависит от двух стран. Это Китай и Индия. О каком суверенитете сейчас можно говорить? Там поднимались с колен, чтобы упасть крысиной мордой в грязь, в грязную лужу у ног Си Цзиньпина и премьера Моди. Вот, собственно говоря, стратегический путь, который совершил Путин. То есть я вижу сейчас главную цель, надеюсь, что американцы и европейцы это сделают. Нужно договориться с Китаем о приемлемом, вот до какой степени можно его долбить, этого Путина, и нагинать, чтобы было приемлемо для Украины и ее западных союзников и для китайцев с индусами, чтобы это, значит, не переросло в неконтролируемый распад и развал. С военной точки зрения американцы это уже определили. Нужен такой разгром военный Мордора, чтобы как минимум 30 лет в Кремле и подумать не могли о том, чтобы повторить авантюру вот такую, которую Путин сделал год назад. Это с военной точки зрения. Ну и с экономической точки зрения, для того, чтобы не было такой военной угрозы, нужно удавить в определенной степени и экономику. То есть санкции должны продолжаться. Вот нужна просто золотая середина, до какой степени может совершаться удушение строптивого или укрощение строптивой бледной моли. Вот на этом, дорогие друзья, теперь позвольте закончить сегодняшнее видео. Слава Украине и ее вооруженным силам! Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Вам, друзья, как всегда, выдержки, надежды, веры и уверенности в том, что мы победим. За прошедший год Украина, ее народ, ее вооруженные силы продемонстрировали чудеса. Чудеса, самоотверженность, величие духа. То есть нация состоялось рождение великой европейской нации. Я могу сказать, даже цивилизации. Увы, это далось очень дорого, дорогой ценой. Но что делать? Это вот такая судьба, это история, что суждено было, то нельзя было обойти. Но Украину ждет победа, несмотря ни на что. То есть у них две главные силы. Это народ и ее вооруженные силы. И вот они вдвоем, несмотря ни на что, должны добиться того славного, блестящего места, которое уготовано Украине в новой конструкции Европы, которая должна возникнуть после разгрома Российской Федерации. До новых встреч, дорогие друзья. Победа будет за вами, за нами.